Каждая компания стремится непрерывно совершенствоваться, управлять изменениями, избегать ошибок. И, возможно, открою вам секрет, никому это не удается. Ошибки – это то, что неизбежно сопровождает любой сложный процесс преобразования. Главное не совершать фатальных и не влипать в ошибочные идеи, методы и подходы. Каждая компания должна совершать свои ошибки при развертывании системных организационных новаций. Я реализовывал проекты трансформации на несколько десятках различных предприятий и получил свой опыт факапов разной степени тяжести. Именно они сделали меня профессионалом в области операционного совершенствования. Все, что не убивает нас, делает нас сильнее. Сегодня поговорим о 7 типичных ошибках при управлении программой трансформации организации из моего опыта. Посмотрите это видео до самого конца. Всем мира! Меня зовут Сергей Литин. Я эксперт по созданию в компаниях систем непрерывного совершенствования. Если вам нравится то, что я делаю, поставьте лайк, сделайте репост этого видео, подпишитесь на канал. Это лучший мотиватор продолжать делать полезный контент. Спасибо! Сегодня мы поговорим об ошибках при управлении программой трансформации организации в работе по непрерывному совершенствованию. Уверен, что каждый из вас может предложить свой набор ошибок. Напишите о них в комментариях под видео. Безусловно, нет никакого универсального перечня ошибок. Каждая организация сама себе кузнец своих провалов. Я расскажу о тех, что попадались мне на моем профессиональном пути. Ошибка номер 1. Отсутствие системы управления трансформацией или непрерывным совершенствованием. Раз за разом я сталкиваюсь с такой ситуацией. Спрашиваю у собственных и руководителей организации. Функция улучшения ваших процессов, организационного построения, информационных потоков важна? Безусловно, все отвечают, что очень важна, даже критически важна в период сплошной турбулентности. Хорошо, тогда я спрашиваю, а как эта функция реализована в ваших компаниях? Из каких взаимосвязанных элементов она состоит? И здесь ответы бывают очень сбивчивыми, вспоминать какие-то отдельные элементы. Стройный, четкий ответ звучит крайне редко. Чтобы руководитель описал процессы планирования, контроля и анализа в области совершенствования, ролевую структуру, порядок информационного обмена, методы мотивации и иные элементы системы. Непрерывное совершенствование должно стать точно такой же регулярной функцией, как, например, производство или снабжение, и включать в себя целеполагание, стратегическое планирование, совокупность процессов, ролевую структуру, структурированный поток информации, метод планирования, контроля и анализа деятельности, систему гибкой мотивации и прочих элементов, из которых складывается система. Я уже много рассказывал о своем взгляде на то, что такое система непрерывного совершенствования. Для меня это наличие 9 элементов системы, и сейчас я их повторю. Первое – это операционные стратегии, пронизывающие всю организацию от ее вершины до линейных подразделений. Команд операционного совершенствования. Управление проектами по операционному совершенствованию. Организация работы с идеями сотрудников, выстраивание работы проектного лин-офиса или процессного офиса, развертывание тотального обучения методам операционного совершенствования, разработка системы гибкой мотивации, решающей задачи роста операционной эффективности, обеспечение информационной и командной поддержки. Если кто-то был на моих мастер-классах, то, возможно, вы уже знакомы с такой концепцией. Это то, что я делаю в рамках своих проектов. Я именно на предприятиях создаю систему непрерывного операционного совершенствования. Резюмирую. Хотите, чтобы процессы постоянно улучшались, сотрудники участвовали в улучшениях, перейдите от ситуативного, хаотического развития к системному. Подумайте с командой о том, какие регулярные процессы должны быть организованы, какие функции, роли необходимы, и кто их будет реализовывать. Разберитесь, почему сотрудники будут участвовать в решении задач непрерывного улучшения. Продолжить хочу с ошибки, о которой сказано уже невероятное количество слов. На каждой конференции или в публикации, если речь идет о провалах, об этом говорят. Я об этом говорил сотню раз, но раз за разом встречаясь с ней. Вероятно, вы уже догадались, о чем идет речь. И ошибка номер 2 – это тотальное делегирование задач операционного совершенствования. Об этой патологии я много раз говорил. Вероятно, вы встречали упоминания о ней в других видео, но раз за разом я с ней сталкиваюсь. Напоминаю, о чем это я. Тотальное делегирование проявляется в том, что руководители всех уровней игнорируют личное участие в проектах по улучшению. Часто можно наблюдать такое поведение. На примере бережливого производства.
генеральный директор. Бережливое производство – это важно, но мне сейчас некогда, делегирую я эту задачу на уровень ниже. Ну, например, директору по производству. Директор по производству, поразмыслив, решает эту задачу делегировать, так как у него есть задачи более важные, и поручает развернуть бережливое производство начальнику цеха. Начальник цеха, находящийся в непрерывной борьбе с пожарами, испытывает гораздо меньше потребностей в бережливых технологиях и находит среди своего окружения сотрудника, которому можно поручить заняться проектом совершенствования. Как правило, это какой-то молодой сотрудник, которого не жалко. И это крайний уровень делегирования. Это значит, что он бы и рад кому-то это делегировать, но уже не может. Такое состояние дел не такая уж редкость, и я встречаю такой подход на старте практически любой программы трансформации. Следует отметить, что это фатальная ошибка. Если в вашей организации она совершается, то не стоит ждать каких-то кардинальных изменений с точки зрения производственной системы. Безусловно, локальные задачи оптимизации решить возможно. Прежде чем продолжить, прошу вас поддержать канал LTPro. Поставьте лайк, сделайте репост этому видео, подпишитесь на канал, напишите комментарий. Спасибо. Ошибка номер 3. Попытка купить трансформацию. Нанимая высококлассных специалистов в проектные, процессные или лин-офисы, или привлекая консультантов, лидер организации надеется, что это позволит, во-первых, компенсировать дефицит компетенций у текущих руководителей, во-вторых, получить дополнительные временные ресурсы, которых не хватает у руководителей. То есть нанятые ресурсы возьмут задачи развития на себя и освободят руководителей от необходимости заниматься онами. Ошибка номер 3 напрямую следует из ошибки номер 2, о которой я рассказывал выше. Тем не менее, я ее выделяю. Мне кажется, это очень странным. Я попробую переложить идею на бытовой пример. Представьте, что вы пришли в спортзал и наняли тренера, чтобы он улучшил вашу физическую форму. При этом вы выдвигаете условия, чтобы он вас не беспокоил, чтобы сам поднимал штангу, бегал, соблюдал диету. Затем удивляетесь, почему ваша форма не улучшилась, и обвиняете в этом плохого тренера. В организационном развитии это встречается раз за разом. Организация нанимает внутренних или внешних тренеров, чтобы они все делали без участия системных лидеров, которым некогда. Помните, что трансформацию купить нельзя. Она основывается на вовлечении системных лидеров в процессы преобразования. Это проявляется в том, что лидеры становятся руководителем проектов улучшений, активно поддерживают команды. Есть минимально допустимый уровень выделяемого системным лидером времени на общение с командами. По моему опыту это 2 часа в неделю. Еще раз повторюсь, это минимально приемлемый уровень. Каждый час, прибавленный к этой величине, будет ускорять процесс трансформации. Ошибка номер 4. Не заручаться поддержкой головной компании или собственников. В моем опыте были такие случаи, когда талантливый генеральный директор начинал со своей командой процесс коренной трансформации. Команда активно училась, запускала проекты в области бережливого производства, процессного управления, автоматизация. Привлекла для этого консультанта, то есть меня. Была определена миссия, ценности и стратегия компании. Удалось сформировать коалицию управленцев, заряженную на выход на новый уровень эффективности. Между тем, все значимые инициативы не были согласованы с собственниками бизнеса. У них был свой взгляд на то, как следует развивать компанию. Для них бережливое производство, миссия, ценности, развитие сотрудников были чем-то совершенно ненужным для успешного бизнеса. В результате образовался конфликт, выход из которого ознаменовался сокращением активности в области трансформации компании, существенным урезанием бюджетов в части обучения и развития. Нужно помнить о том, что ограничения в направлениях развития накладываются инвесторами. И это справедливо, ведь именно они рискуют своими деньгами. Прежде чем запустить масштабные проекты преобразования, заручитесь поддержкой собственников. Поддержите канал LTPro, напишите комментарий под видео. Ошибка номер 5. Внедрять без стратегии. Компания запускает лин-инициативы, процессы трансформации вне какого-то конкретного средне- и долгосрочного плана, целей, ресурсного планирования. Сам по себе подход «давай ввяжемся в драку, а потом разберемся» вполне уместен. Лучше уж начать что-то делать конкретно, нежели тратить время значительное на планирование. Можно стартовать, исходя из этой парадигмы. Но здесь уместно вспомнить цитату Сунь Цзы. Тактика без стратегии – это суета перед поражением. Работа без стратегии в абсолютном большинстве случаев может привести к снижению темпов и энтузиазма инициаторов. Быстрый старт без плана не позволяет контролировать темп, понимать прохождение определенных вех. Запуск слишком большого количества инициатив, что неизбежно ведет к их провалу из-за нехватки ресурсов, несогласованности действий,
слишком большим обещанием, надеждам и разочарованием, когда декларация не достигает цели. Прочим негативным последствиям. Нужно определить цели программы трансформации, вехи, спланировать ресурсы, прежде всего людей и время. Подумайте не только об инструментах трансформации, ну, например, бережливом производстве, но и об инновационной инфраструктуре, командах, процессах, компетенциях, информационных ресурсах, проектных и процессных офисах. Ошибка номер 6. Слабая связь различных направлений развития. Очень распространенная ошибка. И проявляется она в том, что команды по бережливому производству, процессному управлению, системы менеджмента качества, автоматизации и тому подобное работают разобщенно. Это в целом странная ситуация, которую многие считают нормальной. В результате руководитель в потоке создания ценности, ну, например, начальник цеха, имеет кучу несогласованных планов. План по лин-проектам и кайдзен-предложениям, план по стандартизации бизнес-процессов, план по качеству, план по охране труда и промышленной безопасности, план по автоматизации и прочие планы по улучшению его жизни. Возможно объединить все эти направления. Например, в моей практике была задача сокращения времени конкретного процесса. И в такого рода задачи прекрасно реализуются кросс-дисциплинарные подходы. Используя Lean, был проанализирован процесс, выявлены основные потери, разработаны мероприятия по их купированию. Процессные подходы позволили системно описать процесс как есть и как должно быть, упорядочить систему планирования и контроля процесса, отладить информационные потоки и документооборот. Система менеджмента качества позволила интегрировать процесс в общий контекст СМК. IT-специалисты внесли свой вклад в автоматизацию рутинных операций, сокращение ошибок и сделали систему контролируемой. Хотите избежать такого рода ошибки, интегрируйте подходы вокруг бизнес-задачи. Поддержите канал IT-Pro, сделайте репост этого видео. Ошибка номер 7. Игнорирование контекста операционного совершенствования. Многие компании начинают развертывать бережливое производство, 6 сигм, процессное управление ради самих этих подходов. Это легко понять, если это ошибка у вас. Ответьте на вопрос, для чего вы внедряете бережливое производство, ну или процессное управление. Я сделал совсем небольшую паузу, попробуйте ответить для себя. Подумали? Попробуй угадать. Абсолютное большинство, скорее всего, ответили что-то типа, чтобы повысить эффективность процессов, ну или потока, повысить производительность или скорость, устранить потери в потоке создания ценности, получить дополнительные экономические выгоды. Угадал? Если нет, напишите свои варианты в комментариях. В целом, если вы ответили каким-то схожим образом, ваши ответы вполне допустимы, они правильные. И все же, по моему мнению, они не учитывают ключевой контекст или, если угодно, смысл операционного совершенства. Разве нужно нам повышение скорости процессов как таковое или устранение потерь как самоцель? По моему мнению, это не совсем так. Целью системной трансформации является адаптация операционной системы организации, ее миссии, ценностям, финансовой и рыночной стратегии. Вспомните Toyota. Она начала формировать свои уникальные подходы, которые затем преобразовались в бережливое производство как ответную реакцию на финансовый кризис, разразившийся в Toyota в конце 40-х, в начале 50-х годов прошлого столетия. Дальнейшее развитие методологии базировалось на клиентоцентричности управления потоком. Задача формулируется как формирование уникального клиентского опыта у владельцев автомобилей Toyota и лежала в области маркетинга. Обратите внимание, что именно финансовые и рыночные подсистемы задавали контекст операционной трансформации. Если взглянуть еще более глубоко, то мы увидим, что Toyota говорит не просто об инструментах улучшения, а о философии, о DAO Toyota, основанном на миссии и ценностях. И это формирует контекст или смысл преобразования. Помните, что если вы хотите создать рабочую систему непрерывного совершенствования, ориентируйтесь на смысл, ну или контекст трансформации. Повторяюсь, что он определяется миссией, ценностями на уровне культуры, финансовой и рыночной стратегии на управленческом уровне. Мы с вами поговорили о 7 типичных ошибках, с которыми встречался я. Какие ошибки попадались вам в вашем опыте трансформации? Напишите в комментариях. Всем мира, вы лучшая аудитория, увидимся!